Привет, друзья! С вами Алекс из Иордании, и сегодня мы продолжаем исследовать пустыню Вади Рама. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Дальше будет только интереснее. Ставьте лайки, пишите комментарии, свои пожелания и критику. Мне важно знать ваше мнение для улучшения канала. Вади Рам – удивительное место. Неподвластное времени и нетронутое цивилизацией. Ветер и солнце в течение тысячелетий так сильно воздействовали на место ландшафт, в результате чего здесь образовались уникальные скалы, арки, каньоны и колодцы. Здесь найдут себя и любители походов, и скалолазы, и просто любители истории. Ведь некоторые наскальные рисунки на территории заповедника Вади Рам насчитывают свыше 4000 лет. В списке стандартных туров есть варианты трекинга на один или несколько дней с гидом. Вы гуляете налегке, ночуете в лагере, вас кормят местными блюдами. Но можно спланировать индивидуальное путешествие. Полностью автономный формат походов здесь невозможен из-за отсутствия воды, но возможен формат трекинга с поддержкой. Вади Рам можно исследовать несколькими способами. Лучший вариант предложит в центре обслуживания туристов при заповеднике, где можно не только найти всю информацию, но и арендовать внедорожник с водителем-гидом. Другой вариант – нанять проводника с верблюдом. Здесь стоит осмотреть скальный мост Бурда, самую высокую точку Вади Рама, 7 столпов мудрости, Лоренсов колодец, Набатейский храм, пустынные оазисы и многие другие интересных мест. Путешествие на машине займет 1 день, на верблюде 2 дня. Можно самостоятельно или с помощью местного гида спланировать маршрут по пустыне и договориться о том, что каждый вечер к обозначенному месту стоянки вам будут привозить все снаряжение и запас воды, а утром увозить все это до следующего вечера. Таким образом вы гуляете налегке с небольшим рюкзачком, в котором только вода, перекус и дополнительная одежда. Местный гид выдаст вам GPS-трекер, по которому отслеживает ваше перемещение и в назначенное время приезжает на машине из деревни. В Вади Рам есть масса природных достопримечательностей. Например, камень-цыпленок, камень-гриб, каменные мосты Бурдак и Юмфроуз, каньоны Хазали и Акабат, наскальные рисунки. Чем ближе эти аттракции к деревне Рам, тем больше там туристов. Кажется, что чем сложнее забраться, тем интереснее. Но на самом деле вся пустыня необычайно красива. Здесь можно подолгу любоваться любой скалой или камнем. Цвета, фактуры и пространство пустыни завораживают своей гармонией и бесконечным разнообразием.
Если бы меня спросили, что из увиденного запомнилось больше всего, я бы выделил каменную арку Бурдах и каньон Ракабад. Каньон проходит через гору Уйм-Шириш, прямо от деревни Рам. Путь по нему непростой. Периодически приходится лазить по камням и проходить по каменным наклонным плоскостям. Это своего рода лабиринт с тупиковыми ответвлениями, которые заканчиваются отвесными обрывами. Местами каньон становится совсем узким, где-то наоборот расширяется. Если проходить его в сторону деревни, то в конце будет фантастический вид сверху на долину Рам и деревню. В Вади-Рам также можно остановиться в кемпинге, оформленном в бедуинском стиле, с удобствами и развлечением. Гостинице Bed and Breakfast в деревне Рам или палаточном лагере в диком месте, куда придется везти палатки и снаряжение. Поскольку Вади-Рам заповедник, на его территории нет заведений общественного питания, магазины и один ресторан можно найти только в центре обслуживания туристов. Эта достопримечательность славится не только красно-оранжевыми марсианскими пейзажами, но и историческими событиями арабского восстания 1916-1918 годов. Здесь на некоторое время останавливался британец Томас Эдвард Лоуренс, помогавший восставшим арабам воевать против турков. Кстати, Лоуренс успешно применил совершенно новую тактику ведения войны – партизанскую, максимально подходящую для менталитета бедуинов. Тут же в 1962 году снимали кинофильм об этом восстании под названием «Лоуренс Аравийский», получивший впоследствии 7 Оскаров. Позже в пустыне происходили съемки фильмов «Трансформер», «Красная планета», «Последние дни на Марсе», «Марсианин». Интерес киношников к пустыне Вади-Рам в Иордании не случайен. Это настолько фантастическое по красоте место, в какие-то моменты даже сомневаешься, что ты на нашей планете. Безумные цвета песка, неба и гор, потрясающие фактуры скал, ущелий, каньонов, невероятные марсианские пейзажи. Где же еще могли снимать «Марсианина»? Могу без преувеличения сказать, что Вади-Рам – одно из красивейших мест на Земле, и каждый обязательно должен его увидеть, не только в кино, но и своими глазами. Красный цвет песка и потрясающие фигуры выветривания – вот что отличает Вади-Рам от множества других пустынь, разбросанных по всему миру. Большая часть пустыни каменистая, но в некоторых местах можно найти потрясающие дюны марсианского цвета. На самом деле в наше время пустыня Вади-Рам – огромный туристический объект со своей инфраструктурой, услугами, активностью, развлечениями и даже отелями, ресторанами в пустыне. Бедуины оказались довольно предприимчивым народом и быстро смекнули, что на такой красоте можно неплохо заработать. С того самого момента, как вы приедете к туристическому центру на въезде в пустыню, от вас не отстанут десятки местных гидов и проводников, уговаривая на самые лучшие и интересные экскурсии. Итак, друзья, спасибо за просмотр. Не забываем подписываться, жать на колокольчик и ставить палец вверх.